Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GuardUI. Это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-1. Ребята, у меня несколько важных объявлений для вас. Первое объявление — это то, что все ролики со старого патча я больше комментировать не буду, потому что все-таки наступил уже новый патч, и все-таки намного интереснее смотреть новый патч. Притом мне уже кучу роликов с нового патча накидали, поэтому без обид, кого я не успел прокомментировать, ну, так вышло. Поэтому вот. Это первое объявление. Второе объявление, ребят, напоминаю, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях есть закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я все подробно объясняю. Поэтому переходите на мой телеграм-канал, обязательно на него подписывайтесь, потому что там я пишу по обновлениям этой игры, когда у меня стримы, и самое главное, у меня там чат комьюнити, поэтому присоединяйтесь, все-таки вместе интереснее и веселее. Вот, ну и соответственно, раз уж такая пляска, не забудь тыкнуть лайк под этим роликом, потому что многие забывают поддержать меня своим лайком. Многие забывают, что это очень и очень важно. И мне просто приятно за то, ну, за мои труды все-таки, как-никак. Ну и, соответственно, на YouTube тоже подпишись. Ну, давай, чтобы по максимуму мне было приятно. Топ-1 написал, что это будет особенная игра на супер нестандартном билде. Кстати, я ему запустил челлендж. Кто из нас первее запишет ТБ. Поэтому, ребят, может, вы тоже присоединитесь к этому челленджу? Кто запишет керри ТБ и скинет мне, соответственно, свою каточку на комментирование? Вот. Сразу говорю, ребят, если вы скидываете свою каточку на комментирование, то я хочу напомнить. Мне очень нравится смотреть нестандартные билды. То есть, я не люблю смотреть на лютую имбу в виде антимага. Ну, серьезно, неинтересно. Я и так прекрасно знаю, что антимаг разваливает всем кабины. Вот если это очень потная игра, где, знаете, вы, несмотря на то, что у вас есть антимаг, допустим, в 3 звезды, и очень-очень туго вытаскиваете игру, то, соответственно, эта игра будет интересна. Но если же все-таки там в легкую имба разрывает, ну, извините, ребят, это неинтересно. Я думаю, многие со мной в комментариях согласятся с этим, то, что это не особо интересно. Ну, если что, то напишите в комментариях, может, я не прав. Может, я ошибаюсь, и в действительности интересно посмотреть на имбу в виде антимага. Ну, с Манки Кингом такая же история, в принципе, но Манки Кинга я довольно-таки редко вижу, поэтому буду рад увидеть его реализацию. Как-то так. Давайте, ребят. Челлендж запущен. Итак, мне уже интересно, что же топ-1 здесь нам приготовил. Вы по превьюшке 100% будете знать. Я на текущий момент не знаю от слова совсем. Вообще не знаю. Может быть, здесь будет игра через легендарные дубликаты, потому что здесь есть импреска, как минимум. Либо же просто через дубликаты будет игра. Я уже не раз показывал то, что игра через дубликаты это мощно. Поэтому вот так. Предметы он закинул в Тинкера. А не, в Абаддона. Интересно. Через рыцарей будет играть? О, как. А вот это уже интересно. Кстати, покупает нежить. Я, похоже, догадался, что здесь будет. Раз он написал, что это будет довольно-таки необычно, то, скорее всего, в этой игре мы увидим нежить. Ну, ребят, по превью вы все поймете. А вот я нет. Поэтому давайте посмотрим. Если здесь будет нежить, мне очень интересно посмотреть на эту нежить. На самом деле, многие билды заиграли в текущем патче из-за того, что инсектоиды в действительности стали очень слабыми. Сегодняшний мой ролик, который вышел в 12 часов, как бы это подтверждает. На самом деле, я очень рад, то, что так инсектоидов поменяли. Очень рад. Разработчикам за это лютый респект. Ну и, соответственно, что вы думаете на этот счет, тоже напишите в комменты. Вот. И хочу напомнить, что у меня выходит по 2 ролика в день. Один в 12 часов, а один, соответственно, в 6 часов вечера. Поэтому, ребят, не пропускаем качественный контент. Вот. Так. Нежить. Тут есть спектра из легендарных фигур. Но это такое себе. В целом, на самом деле, если здесь в этой игре будет Некар, и будет Джакира, и будет Лич, то нежить довольно-таки самодостаточная. Но тут есть Омник. А тут еще есть скилловик с 2-звездочными фигурами. Сильно. Так вот, вернусь к нежити. На самом деле, если есть такие легендарные фигуры, как Лич, Некар, Спектру выкидываю, потому что Спектра это бесполезная фигура. Но, в принципе, как кусок мяса, если в 2 звезды пришло рано, то почему бы и нет? Не знаю, я Спектру не люблю. Очень бесполезный герой. Хуже может быть только, наверное, Хан. Серьезно.
И то, Хана проще собрать в 3 звезды, это будет кусок мяса. А тут еще и мышка на лоу хп вытащил. Хорош. Да, пошел нежить, прикиньте. Прикиньте, здесь будет нежить. Кайфули, я на это хочу посмотреть. Знаете, почему я на это хочу посмотреть? Потому что здесь есть омник из легендарной фигуры. Во-первых, он может этого омника взять себе и сейвить свой стол. А еще может взять противник. И это будет намного труднее, потому что нежить играет на темпе. И, соответственно, если нежить темповая, то будет очень больно. Это будет даже хуже, чем инсектоиды в некоторых моментах. Но нежить довольно-таки легко контрится все-таки как-никак. И тут важно понимать, на нежити можно играть на нескольких видах. То есть ты можешь играть через физический билд, либо же через магический билд. Как это делается? Как я уже сказал ранее, если есть легендарные фигуры по типу Лича и Некра, ну и Джакира желательно, то можно сделать 3 охотника, 3 дракона, 3 мага и 9 нежити, плюс 2 чернокнижника. Сильно, да? И тут сразу такой вот момент. Подожди, это ж очень сильно. Да, это сильно. Во-первых, Джакира. У него огромный моментальный урон, ну, в радиусе одной клетки, назовем это так. Это сильно, потому что если когда Джакира плюнет в 2 звезды, то, соответственно, там уже как бы кусок стола отвалится, а это, соответственно, плюс зомбари. Вкусно, да? И при том всем, ты можешь даже не собирать в этот момент магический билд, ты можешь играть через физический билд, то есть берешь какую-то условно траксу, играешь через траксу. Можешь еще играть через чистый урон, то есть берешь какой-то там радик, щит 5 тира, берешь нежить зомбаря, то есть вот этого нежить жреца, и играешь через него. То есть вариантов, как играть на нежити, много. Надо отталкиваться от ситуации. Магического урона у нежити много, потому что есть банши, есть лич, есть абаддон. Ну, в принципе, этого и достаточно, на самом деле. Муэрта, кстати, тоже, если что, бьет и физическим, и магическим уроном. Она еще и охотник. Короче, ребята... Нежить очень вкусная синергия, и если вы не знаете, на чем там, допустим, дойти до ферзя, я думаю, на нежити можно спокойно дойти. Но намного легче будет дойти все-таки на каких-то охотниках либо воинах. Нежить на самом деле легко законтрить. Плотные столы, контрить нежить, будь здоров. Очень плотные столы, по типу там каких-то 9 воинов, которые просто собрал на плотности, все, и нежить ничего не может им сделать. Это первый момент. Второй момент. Если там соберутся рыцари против тебя, и у тебя не будет сильного стола, то, соответственно, тоже нежить ничего не сможет сделать им. Не, в некоторых моментах может, но зачастую не может. Особенно если там есть омник. Тогда тебе придется найти чистый урон. Но тогда тебе придется играть через физический билд, либо же, соответственно, через зомбаря, либо же через абаддона в 3 звезды. В общем, жестко, короче, на нежити играть. Ну и тоже. Есть еще проще билд, на котором намного легче все реализовать. Звери. Звери через зоопарк. Я вот выпустил ролик зверей через зоопарк, и чтобы вы понимали, я в каждой игре вижу теперь зверей через зоопарк. И все, как я показывал. Рефрешер, Некромикон, Рок войны и волшебное зеркало. И там такая орава бежит на тебя, шану его в баню. Вот серьезно. Показал на свою голову забытый билд зверей через зоопарк. Ну, как говорится, Саня, пожинай свои плоды. Сам научил, сам показал, теперь держи. Сильный на самом деле билд. Легко в реализации. И много для него на самом деле не надо. Самое главное, чтобы тебе просто пришли вовремя фигуры. Ну, в принципе, как и везде. Ну и как и везде, соответственно, такой билд довольно-таки тоже можно просто законтрить. Много контроля, много моментального урона, ну и, соответственно, у тебя плотный керри по типу какой-то Марси, либо же Манки Кинга. Манки Кинг, если что, любит такой спам. А у тебя, соответственно, обалденные предметы под этого Манки Кинга. Во-первых, у тебя куча спама, а в это время Манки Кинг накидывает свою палку. Во-первых, он будет держать в вечном стане, во-вторых, есть синергия кунг-фу, которая будет срабатывать. Вот так вот вот. Вот так вот вот. О, кстати. А вот теперь выбор. Муэрта ему пришла. Вопрос, какую реликвию он возьмет? Все-таки косу взял. Я на самом деле подумал о том, что он возьмет не косу, а возьмет немного другую. Ой, я бы на самом деле предметы в Муэрту не закидывал, когда она в одну звезду. Я бы лучше закинул в Абаддона. Я как-то в Абаддона больше верю, нежели в Муэрту. Вот серьезно. В Муэрту не верю. Ее, если в 3 звезды собрать, тогда да, это будет жестко.
Но если в 3 звезды не собрать, тогда будет не жестко. Ну и на самом деле у него сейчас нету охотников, что тоже как бы немаловажно. И, кстати, он выиграет или нет? Выигрыш или нет? Не, не выиграет. Слишком сильный стол у противника. Да. Да. Там Тинкер в 2 звезды решает все вопросы. Ну и вот, кстати, обратите внимание, реликвию заранее он не юзал, потому что он проверял, выигрывает он раунд или нет. Он заюзает эту реликвию только в тот момент, если, соответственно, выиграет раунд. Отлично, Абадон ему пришел. С Абадоном в 2 звезды можно как бы уже творить нормально. Но он ждет еще 2 нежити. Нежить раскрывается от 6. На 3 нежити довольно-таки тяжело играть. Но можно, в принципе, более-менее легко играть на нежити, только если у тебя, ну, допустим, условно есть Муэрта, Тракса и Олень в 2 звезды. То есть, чтобы у тебя был хоть какой-то, ну, баф охотников. Тогда да, тогда можно будет поиграть. Ой-ой-ой, 2 Маморы. А что там в Маморах? А ну давай посмотрим. Легионка. Хитрец. Ну, скажу так. Играть на нежити ему будет ой-ой-ой, как непросто. Во-первых, хитрец любит такое дело. Если там у хитреца будут еще обалденные предметы, то... это будет жестко. О как. Надоело ему проигрывать, он решил все-таки найти себе 6 нежити. Ну, в принципе, правильное решение найти 6 нежити. Потому что нежить у него раскроется только когда 6 соберется. Там будет давать минус 40% хп. А дальше, когда соберет 9 нежити, то, соответственно, когда будет фигура умирать, допустим, ближнего боя, то будет появляться зомбарь ближнего боя такой же звездности, как у мертвая фигура. Это жестко. Кстати, будет очень вкусно, если он заберет у него винстрик 8 единиц. Это будет прям вообще просто песня. Интересно, через какой тип урона он будет играть в этой катке? Через физический, либо магический? Заюзал, если что, косу, как я говорил, не забыл заюзать ее, что самое главное, потому что, знаете, иногда ты можешь быть не сосредоточен, либо тебя будут отвлекать, и, соответственно, ты не заюзаешь реликвию. Такое тоже бывает, к сожалению, в жизни. Яйца ему... Да я бы лучше из инкама вышел, а яйцо не продавал бы. Вот сейчас, кстати, у него сильный билд. 6 нежити, 3 охотника. А вот сейчас у него более-менее сильный билд. Ну я бы... Видели? Он 2 яйца продал. А ну-ка скажи мне, со своими бы яйцами ты тоже так бы поступил, да? 2 бы продал. Не, на самом деле, нестандартный мув он сделал. Очень нестандартный. Я бы, допустим, яйца не продавал. Все-таки можно раннюю фигуру в 3 звезды собрать. Тот же самый Абадон мог бы ему хорошо помочь. А он там, кстати, антимаг. Если что, то антимаг нежить любит, будь здоров. Почему? Потому что он всю синергию антимагов, всю синергию нежити, всю синергию антимагов. Поняли, да? Пора антимагу выделять его особенную синергию, синергия антимаг. Да. Просто собираешь синергию антимагов и получаешь 100% победу. Вот так вот. Кстати, там винстрик забрали у молодого. Обидно. Обидно. Обидно, ну да ладно. Не факт, чтобы он забрал этот винстрик, хотя стол у него уже более-менее сильный. Но если найдет пару двоечек, то будет 100% забирать винстрик. Ну, там он еще есть один молодой человек, у которого 6 винстрик. Я думаю, он подкопит немного. И топ-1 заберет этот винстрик. По крайней мере, хочу на это надеяться. Так вот, я бы яйца на его месте не продавал бы. Я бы лучше из инкама бы вышел, вот как было до этого. И, соответственно, был бы с яйцами. Потому что все-таки, как-никак, ранее трехзвездочная фигура намного эффективнее, нежели без яиц посидеть в моменте. Как это звучит жестко, конечно. Ладно. Абадон, кстати, под 9 нежити неплохо смотрится, но все-таки без богов будет слабовато смотреться. О, молот грома, сюда. Молот грома, это вкусно. Это хорошо.
Жалко у него охотники не в 2 звезды. С охотниками в 2 звезды было бы проще играть. Намного проще. Но он будет брать, дальше будет брать уровень. В самом деле, если у него будет двухзвездочный стол, и он может быстро выйти в 9 уровень, при этом поставить 9 нежити, это будет сильно. А фигуру, может, поставим? Может, поставим фигуру? Поставь фигуру. Смотрите, миндальная связь. Миндальная связь. Ставим фигуру. Ладно. Раз в 3 секунды, по сути, может сработать щит, который дает поглощение и, соответственно, дает хп реген. Ладно. Почему бы нет? 2 маморы, в котором находится хитрец и легионка. Кстати, у чувака классный ник. Морг. Шлем Ареса у того, у того. Чел уже на 7 уровне нашел себе хана. Нормально. Живем. Вот так и живем. Абадона берет все-таки. Легионку продает, поставил ДК. Ну, в принципе, пойдет. Ты можешь, кстати, поставить 3-го дракона. На секундочку. Не хочешь? 3-го дракона передать предметы в ДК, и у тебя будет ДК мощнее. Кстати, если что, то синергия нежити не работает на уменьшение хп у гритеров. Тоже такой вот важный момент. То есть, сама синергия нежити работает на гритеров, но хп не уменьшает. То есть, если в гритерах умирает фигура, то, соответственно, вылупляется зомбик. Это важно. Так же самое, если что, то нежить жрец не уменьшает максимальное хп их у гритеров. То есть, допустим, там было 2000 хп, зомбарь юзает свою способность, соответственно, хп не уменьшается. Тоже такой важный момент, потому что об этом мало кто знает. Потому что зомбарь, он же нежить жрец, он уменьшает максимальное хп у фигур. Но у гритеров он это не делает. Но я думаю, гритер в скором времени отлетит. Там стол слабый, а вот у этого паренька стол. Дай боже, еще и 5 из 9 хитрец. А тут легионка 2 из 9. Сочувствуем. Итак, ставим ставки. Когда появится хитрец в 3 звезды? Играем с вами в игру, поэтому вы пишите, соответственно, в комментариях, а я говорю так. Я думаю, к 30-му раунду появится хитрец в 3 звезды. Вот так вот. С 25 по 30 раунд и будет хитрец в 3 звезды. Снайпер в 3 звезды сильно. Ну вот сейчас у нежити проблемы появляются. Урона нету. А дракона не хочешь поставить? Может, поставишь дракона? Закинешь... Аплодирую этому антимагу. 2 маски в антимага. Гений. Гений. Сказочный гений. А почему ты драконов не поставишь? Если что, то когда антимаг под сайленсом, у него просто быстрая тычка, но и все. А способность его не дамажит. Гений. Гений. Но, тем не менее, кстати, даже... Ладно. И так справился. Но это было смешно. Почему ты не поставишь драконов? У тебя же есть 3 дракона. Ставишь дракона, закидываешь предметы в ДК. Да, у ДК будет мало хп, но тем не менее у него будет тычка 200. И плюс чистый урон от его массовой тычки. М? Я знаю, что одна голова хорошо, но 2 лучше. А еще там собралось кунг-фу. Но меня больше всего смущает охотник. Через сумку Пандамен решил сделать 3-звездочных себе охотников.
Интересное нестандартное решение. Но посмотрим. В самом деле, как только он поставит себе 9 нежити, игра заиграет иными красками, потому что будет появляться зомбари, а зомбари помогут ему, соответственно, жить. Жить, дамажить. Но почему драконов не поставишь? Не понимаю. Опа! Миндальная связь. Отлично. И все предметы давай. В ДК. Предметы в ДК. Предметы в ДК. Предметы в ДК. Кстати, в игре есть лич. Если здесь есть еще и Джакира. Ребята. Будете держать свои штаны, потому что они в моменте слетят. Когда появится 3 дракона, 3 мага, 3 охотника, 9 нежити и 2 чернокнижника. Если, конечно, здесь есть некр. Там будет урон. А почему предметы в ДК не отдашь-то? Отдай предметы в ДК. А ну-ка не отвлекайся. Предметы в ДК отдай. Я за тобой слежу. Отдай предметы в ДК. Что-то, короче, в последнее время мои сверхъестественные способности нормально не работают. О, 9 воинов, да? А, еще не 9 воинов. Ну ладно, но в скором времени они появятся. Если, конечно, там ХП отлетать не будет. Сейчас им будет намного проще играть. Только я бы на самом деле предметы отдал бы в ДК. Но он этого не хочет делать. Сумка Пандамена. Спектра. 8 уровень. Шанс 1% на легендарную фигуру. Здорово. Ладно. Если что, ну... Я просто удивляюсь легендарным фигурам. Лучше бы ему Лич пришел. Ну... Что имеем, то имеем. Спектра на самом деле такой бесполезный герой. Из него такое коричневое сделали. Прям очень не нравится на самом деле, что из него сделали из этого. Ну, просто посмотрите. Одна иллюзия осталась от спектры. Бред. Ну, кстати, гритер через вертолетика, но это слабо все равно. Но на 8 уровне двухзвездочный. Легендарный герой. Оп, 9 нежити. Сюда. А вот теперь игра будет играть иными красками. Теперь вопрос. Что будет он делать дальше? О, сладкий. Ты сейчас приколишься, что сейчас с тобой будет. Вингу... Ой, хорошо. Еще и Вингу меняет местами, чтобы сразу Сларка, снайпера свапнуть и дать ему в табло. Сейчас будет появляться трехзвездочные зомбари, и это будет вообще 10 из 10. Но на самом деле у него слабый стол, поэтому я, наверное, слишком сильно губу раскатал сейчас. Теперь вот вопрос. Будет ли он брать 10-й? Почему я так спрашиваю? Потому что на 10 уровне он сможет найти себе нормально. Хотя нет, на самом деле это бред все. 10-й, 8-й. Я 1000 раз видел, как на 8 уровне находят легендарные фигуры в 2 звезды. Поэтому на самом деле все это бред. Он и на 9 сможет найти себе легендарные фигуры, если, соответственно, бог рандома просто ему позволит это сделать. Ну вот, кстати, зомбари. Чпуньк. А еще сейчас ты много урона получишь, дорогой. Минус 11. И винстрик. Сюда эту прикормку. Реликвию не заюзал, потому что отчет на новый раунд не пошел. Сейчас пойдет отчет на новый раунд, и тогда он заюзает реликвию и пойдет ролиться. Да, ему надо усилить свой стол. Просто спокойно усилить свой стол. Найти двухзвездочные фигуры. Как минимум. Все, поехали. Еще один спектра. Понял. Ну, как я и сказал. Он может спокойно найти себе легендарную фигуру в 2 звезды, просто чтобы ему бог рандом... Джакира есть! Есть Джакира. Ребята, тут можно увидеть сейчас обалденный билд на нежити. Хотел сказать, на некрах. Интересно, что сделает он. Будет ли он все-таки реализовывать 3 дракона, 3 охотника, 3 мага и 9 нежити?
Антимаг в 2 звезды с 2 масками. Смотрите, что сейчас с ним будет. Смотрите, смотрите, смотрите. Ой, 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 а где антимаг? Ой, а что с антимагом? Молодец, антимаг. Минус 25 в табло получил. Заслуженно. За тупость. Ну, без обид. Без обид, но именно так оно и выглядит. Не-не-не-не-не. Зомбаря не... Зомбарь просто он уменьшает максимальное... Ой-ой-ой. Раскрыл минера, получил бабки, хорош. Зомбарь, он просто уменьшает максимальное хп противника и в довольно-таки большом радиусе. Так что, не знаю, я бы не скипал на его месте. И, кстати, здесь нет некра. Ну и, в принципе, не важно то, что здесь нет некра. Можно здесь взять 10-й, поставить себе 3 дракона, 3 мага, 9 нежити. И все, и кайфовать от жизни. Плюс у него 2 ведьмака есть. Он еще Абадонов 3 звезды, если соберет, там будет столько урона. Ой-ой-ой. Щиток Абадона много наносит. Если он еще и найдет посох 3-го тира под этого Абадона. О, ребята. Там же никто не знает, через что он играет, по сути. У него есть и физический, и магический урон, и уменьшение хп, а еще и посох 3-го тира. Но вот посох 3-го тира он не взял. Окей. Что же будет дальше? В самом деле я удивлен, что никто не играет в этой игре на зверях. Очень удивлен в это. А тут-то 6 рыцарей. Просто через легионку в 3 звезды. Чел, ты помрешь. А нет, не помрешь. Все-таки хорошо, что он не взял посох 3-го тира, потому что если бы он бы взял посох 3-го тира, ему было бы больно. Ну, кстати, в идеале ему бы найти тогда перчатку 4-го тира, чтобы пробивать рыцарей легко. Потому что легионка там, кстати, в действительности огромная. А из-за того, что там есть шар бездны, магический урон. Ну ладно, почти как я говорил. Ну, всего лишь 26-й раунд. Хитрец в 3 звезды. С хорошими предметами. Мьёльнир — это отличный предмет на хитреца. Сейчас хитрец будет фармить абсолютно весь его стол зомбарей. А вот, кстати, и шаманы, что немаловажно. Если что, то шаманы контрят нежить. Потому что когда шаманы перевоплотятся, они теряют дебаф нежити. Но тут, по-моему, он отлетел. А не, 1 хп остался. Я думал, отлетит. Ну, как я и сказал, шанс выпадения легендарной фигуры у него 3%. Ну и, кстати, он керрит сейчас спектру не просто так. Знаете, почему он керрит спектру? А я вам скажу. Потому что когда он появится против рыцаря, он останется с ним 1 на 1. А вот у спектры есть такая особенность. Когда он остается 1 на 1, спектра начинает злиться, начинают глаза кровью наливаться, и, соответственно, спектра наносит двойной урон. Вот так вот. По одиночной цели. И его иллюзии тоже, соответственно, также наносят по одиночной цели намного больше урона. А вот хитрец. А вот хитрец будет фармить сейчас всех его зомбарей. Если, конечно, он раньше не сдохнет. Но, по-моему, хитрец раньше сдохнет. Там потому что отхила нету этого хитреца, прикиньте. Иметь такого хитреца, но по итогу ничего не делать. Это гений. Будет предмет 5-го тира искать. Радик обалденный предмет, если что, на нежити. Во-первых, у всех минус 40% хп. Это первый момент. Да продай вингу. Ну, как я и сказал, ребята, если бог рандома позволит, то, соответственно, он будет играть на легендарных фигурах в 2 звезды. Тавингу продай, зачем тебе Тавинга? Конечно, приятно, если ты в 3 звезды соберешь, но зачем она тебе нужна? Хорошо, успел. Только хотел ему сказать, что он сейчас разобрал 9 нежити. Не знаю, я бы на его месте собирал бы себе
10 уровень. И на 10 уровне поставил бы 3 дракона, 3 мага, 3 охотника. Ну, вот тут, кстати, охотники. Вот минус спектры в том, что вот так вот, когда охотники находятся в углу, то когда спектра заюзает свою способность, она идет куда? Верно, в молоко. Но вот, кстати, тоже момент. Если бы он сейчас взял 10 уровень, собирал бы себе тот билд, о котором я говорил, 3 дракона, 3 мага, 9 нежити, то произошло бы следующее. Он бы с одного залпа Джакира взорвал бы всех этих охотников. Но, наверное, он в этот момент не подумал об этом. Но если что, напишет в комменты. По итогу Вингу продал. Ну что ж, бывает. Че, может, через яйцо Абадона? И предметов Абадона? Естественно. Абадон в 3 звезды — это мощь. Спектра, конечно, не тот персонаж, которого хотелось бы видеть. Ну ладно. Так вот. Топ не один. Ответь на вопрос. Почему не захотел взять 10 уровень? И сделать билд 3 дракона, 3 мага. И все такое. Вот, кстати, сейчас... А, там щит 5 тира, забейте все. Тупо забейте. Там 500 урона у легионки. Или не... А кто его ваншотнул так? Прикол. Еще спектра идет. Ну, короче, я бы на его месте сейчас бы копил деньги, взял бы 10 и на 10 бы раскрыл билд посильнее. Но хозяин барин. Он играет так, как хочет. Поэтому его ответы на мои вопросы вы видите в комментариях. Потому что топ не один постоянно отвечает на комментарии. Кстати, там у охотника двойные клыки. На секундочку. Это плохо. Это плохо, потому что зомбари считаются одинаковыми мобами. И, соответственно, будет прилетать одна тычка по всем мобам. Ну, короче, вы поняли. В общем, сильный предмет против нежити. Жалко, что вот этот вот чел, который с хитрецом в 3 звезды, так глупо играет. Без обид, конечно, ему сказано, но глупо играет. Кабанчиков заюзал. Ой, какие эти кабанчики бесполезные, ребята. Сколько раз я юзал эту реликвию кабанов, и я хочу выразить свое лютое негодование по поводу этих кабанов. Самая, наверное, бесполезная реликвия. Сколько раз я юзал? Я ее за несколько дней юзал раз 5. Я обузил на 10 раунде. У меня получалось до отчета до 11 раунда заюзать кабанов и, соответственно, получить одну монетку плюсом. То есть, чтобы у меня было сразу не одна монетка кабан стоил, а 2 монетки. Так вот, я это делаю. Все вроде бы круто, все прекрасно, но к 10 раунду у меня всего лишь было 3 кабана по 10 монет, а все остальные были по 6, по 7 монет. Как у меня сгорело просто! Зачем я их обузил, чтобы у меня вот так вот такая вот поплава происходила? Зачем? Почему? Ну, короче. Негодую я. Ну, понимаете, ну, кипит у меня 5 точка. Кипит. Решил распределить предметы. Одни в Абадона, одни в спектру. Окей. Кстати, если что, то Рок Войны не работает на спектру. На ее иллюзии конкретно. А вот тут, видите, иллюзии отмена сейчас сработали. А знаете почему? Потому что вот эти вот все фигуры, они не были возле угла. Если бы они находились возле угла, то, соответственно, иллюзии спектры, которые были с ее способностью, они бы пропали. Вот так вот. Вот такой вот еще один момент. Хочет Лича найти в 2 звезды, то бери уровень и потом уже будешь искать. Соответственно, потом поставишь еще Джакира сверху. И сделаешь себе 3 мага. Это будет больно. Но самое больное то, что там... Хотя... Легионка ничего не сможет сделать. Больше всего опасность представляют эти охотники. Которые играют, кстати, через Траксу. И если что, он Вингу поставил под Траксу. На секундочку. Ой. Невозможно перейти на доску в текущем раунде. Получил в табло молотком, да? Это чтобы ты не расслаблялся, понял? А ну. Оп, на! По горбу тебе молотком. Выкинул его. Еще разочек. На!
чел там тоже поменял расстановку. Короче, если вы хотите посмотреть вражеский стол, то просто накидывайте на себя сковородку. Ой-ой-ой-ой-ой. А, кстати, вы видели прикол? Винга свапнула легионку, но там сработал щит 5-го тира, поэтому произошло отражение. И, соответственно, что? Легионка прыгнула обратно с помощью блинка. Тоже такой момент. Кстати, игра, конечно, вообще кайфовая. Но, по-моему, он, кстати, эту легионку не пробьет сейчас. Там щит точнее, там кольцо, там щит. Неприятно. Не, ну все сейчас может поменяться. Все-таки Радик выжигает. Щит есть. Сейчас щит рыцаря не сработает, там прилетит тонна урона. И он Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну кольцо на 120 урона, на 120 блока, конечно, прикалывает. Да, ну вот, кстати, охотник выносит эту легионку. Немного не фартануло, не дожал вот эту легионку. Там, может, все-таки начнешь копить. Топ не один. Ты же не Марк. Марк любит так легко доставать легендарные фигуры. Так что нам до скилла Марка расти и расти. На самом деле игра полная экшена. Но из плюсов у этого охотника какие-то предметы вообще не айс. Ой, тракса поменялась местами. Ой, сейчас будет больно. Если что, то охотник сделал нормальный такой мув. Он закирил траксу чисто из-за того, что это нежить. На секундочку. Кстати, жетон отступника, если возьмет, будет очень больно нежити. Но и так, в принципе, справляется. Надо было 10-й брать. Я вот сейчас так думаю, реально, кабанов рано продал. ХП у тебя было много, надо было 10-й брать. На 10-м бы сделал себе сильнее стол. И кайфовал бы от жизни. В самом деле, если ему упадет предмет 2-го тира, жетон отступника, будет больно. Тракса будет разрываться. Ой-ой-ой. Как меня надоел этот сверчок за окном. Я не могу передать словами, насколько жестко надоел мне этот сверчок за окном. Весь мозг уже пропел. О, там тает. Неприятно. Очень неприятно, что то, что там есть, тает. Да. Давай быстрее. Успел. Хорош. Вражеского дума свапнул. Ой, как хорошо сейчас иллюзии спектры работают. Ай-яй-яй, там сработала синергия рыцарев на дума, и он не сдох еще. Печалька. Все, сдох. Отлично. Легионку бы заткнуть. Легионка огромная. Там, кстати, и охотник откис от этой легионки. Очень неприятно. Ну, что я хочу сказать. Хорошие предметы на легионке творят чудеса. Но был бы чистый урон, и он его вообще испепелил. Но может быть сейчас так и будет. Сейчас будет предметы 4-го тира. Сейчас посмотрим. Там, кстати, охотник, походу, готовится и будет ставить себе ведьмаков против этой легионки. Ну давай, перчатка 4-го тира. Держу за тебя кулачки. Давай. Достань перчатку 4-го тира. Давай. 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 Двойные клыки, отменно, пойдет.
Хотя нет, хрень. Есть! Фу. Ну, тут да, вопрос. Но Абаддон у него будет сильнее пока что, чем Спектра. Если он останется 1 на 1, я бы делал Спектру. Там все-таки двойной урон будет по цели. А он делает Спектру. Хорош. Да, он все равно 1 на 1 останется с Легионкой, и Спектрой он может его порвать. Баф чернокнижников поставят. Вот теперь идет в уровень. Поздно. Поздно спохватился. Но, ребят, знаете, мне со стороны просто видно так. А когда ты в игре, ты об этом как-то не особо думаешь. Ты думаешь обо всем, но не об игре. А, кстати, 9 охотников собрал, неприятно. Полезная способность от Спектры. Вы видели эту реализацию? И я не видел эту реализацию. Почему? Потому что что? Когда Спектра заюзала свою способность, все иллюзии просто улетели напрочь. Вот так вот. Вот так вот. Да. Так, ну что там, показывай. Тракса у тебя находится в этом углу. Предметы у тебя такие. Он еще и Муэрту делает в 3 звезды. А 2 охотника нежити это уже неприятно. Что тот охотник будет сильным. Будут очень сильными. И как же будем выпутываться из этой ситуации? На самом деле, если бы он, ну, я уже тысячный раз говорил, но все же. Все-таки, я думаю, я уверен в том, что ему бы помогло 3 дракона, 3 мага, 3 охотника, 9 нежити. И тут, кстати, он, по-моему, порвал легионку. Или нет? Щит накидывай. Хорошо. Муэрто тянет время. Навали. Хорош. Ну, топ-2 уже как бы не зазорно занять. Интересно, получится ли у него топ-1 занять. А там, походу, Муэртов... А не, Муэрто не в 3 звезды. Там Керри Снайпер. Хо-хо-хо. Это ошибка, дорогой. Эта ошибка тебе будет много чего стоить. Керри Снайпер. Катка, конечно, огонь. Но на самом деле, я не понимаю этого охотника. Он не ролит предметы. У него куча предметов бесполезных, но он почему-то их не переделывает. Почему? Так, снайпера свапнул с предметами, хорош. Живем. Иллюзии спектры появились, потому что немного позиционка поменялась. И дает ему просто в табло сейчас, да? Да. 23 хп осталось. По идее, за 1 раунд он может спокойно вынести. Какая напряженная игра. На самом деле, если бы у этого охотника была маска 5-го тира, то ему бы так просто не было. Ему пока везет, что у него реально нету маски 5-го тира. У него там хекс упал. Понимаю. Сочувствую тебе, молодой, сочувствую. Снайпера поменял! Отвлекся ты, отвлекся. Подумал, что там парень спит, но на самом деле это... Там снайпер застрелил сам себя. Хорош. Обожаю Никса, просто. Умничка, Никс. Умничка. А снайпер вообще красава. Просто в скилл Никса закастить свою ульту.
Он сдох чисто из-за того, что у этого снайпера минус 40% хп, это раз. А у снайпера ульта наносит, по-моему, 2000 магического урона. А у снайпера там было не 2000 хп, там было меньше. И там просто вот такое плюх ему на. Хорош. Снайпер красава. Уважение и почтение ему. Пресс F. Прожимаем все. Хорош, хорош. На самом деле игра обалденная. Я кайфанул от просмотра. Максимально, скажем так, неиспользуемая синергия нежити, она очень редко появляется, но когда она появляется, обычно это появляется метко, причем намного лучше, чем у него появляется. У него сейчас, скажу так, есть куда расти, но у него тоже эпичная нежить получилась. Хорошая катка, наполненная экшеном. Ну, прям противостояние в конце лютое было. В общем, я кайфанул. Но все-таки на вопросы я жду ответа. И я уверен, что ты на них ответишь, поэтому огромное тебе заранее спасибо за это. Я хочу услышать ответы, потому что как бы в твою голову залезть я не могу, прочитать твои мысли я тоже не могу. Что я хочу добавить по поводу этой игры? Ребята, скидывайте мне такие игры. Я от них кайфую, я от них балдею. На антимагов смотреть мне не интересно. Давайте. Все, работаем. Ну, что думаете вы по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. А так, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться на меня, естественно. И моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем удачи!